Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в этот очень особенный, очень мощный день мы вместе шумим. Это проект «Шум». Он сегодня необычный, он сегодня по большей части тематический, хотя, конечно, мы попытаемся накрыть своим шумом очень много сегодня. И я очень благодарен всем за то, что вы вот со вчерашнего дня уже пишете поздравления, вы готовитесь к празднику, вы празднуете этот праздник. Даже вот мой гость, который должен был быть в эти минуты еще продолжаться эфир, тоже празднует праздник. Причем в такой компании удивительной и с моей позапрошлой жизни, позапрошлой жизни. В общем, всем большущие приветы и обязательно встретимся в следующий раз в эфирах. И, конечно же, да, от меня лично всем поздравления с 80-летием Великой Победы. День на самом деле очень важный и очень нужный в плане того, что есть режим перемирия. Как ни крути, но он есть, он дает надежду, он демонстрирует всему миру о том, что да, есть противостояния идеологические, но они разрешаются все равно сквозь этот асфальт, вот этот закатанный там, глобалистами, людьми, которые переписывают историю, через вот этот каток, который прошелся в том числе по моей родной Украине, в том числе и по этому, и вот сквозь эти, да, как бы поры этого асфальта все равно правда выходит наружу. Более того, земля выходит наружу, и по-настоящему земные чувства гордости, сопереживания, памяти, теплых воспоминаний тяжелых, но они все равно смешаны в этом сегодняшнем дне. И я вот искренне желаю всем в этот день по-настоящему вот такой личной победы, личной стойкости, которую продемонстрировали наши предки, которые победили нацизм, тяжелейшую веху в истории человечества, просто необыкновенную, насколько тяжелую. И мы, люди, вот современники, которые уже с гаджетами, с телефонами, с альтернативными источниками информации, нам очень сложно свое мнение искренне, честно, четко выдать на гора. Назвать вещи своими именами, сказать, что, сказать нет. Нас учили не говорить нет. И этот шлейф, он тянется до сих пор. Каждый грешен. Кто-то в бытовой жизни, кто-то в общественно-политической. Но самое главное, что все хорошее, оно всегда остается. Поэтому всех еще раз с праздником Победы и можем даже начинать шуметь. О формате нашей беседы, он традиционен, неизменен, друзья. Мы пройдемся по таким знаковым событиям. Понятное дело, парад полностью и не покажешь. Буквально там несколько моментов. Да все смотрели, мне кажется. После такого промоушена военного со стороны Украины все его смотрели. А что ж там будет хотя бы из этого соображения? И причем, знаете, самое интересное, все смотрели и потом разное впечатление о нем высказывали. Да? Значит, смотрели ли вы парад и откуда вы? Наша игра традиционная в города. Давайте ее начнем прямо сейчас с чатом трансляции. Откуда вы? Да? Откуда смотрите? Где празднуете или не празднуете День Победы? Где вы находитесь? И, собственно, какой страной пользуетесь для того, чтобы посмотреть этот сегодняшний шум? Значит, Харьков, с Днем Победы, с Днем Победы, Харьков. Всех поздравляю с Днем Победы. Вологда, привет в Вологду. Постоянный зритель из Грозного приветствует. Грозный, с Днем Победы и вас тоже. Донецк, Братск, Аликанте, Тольятти, Израиль. Привет и поздравления из Питера и Дебрецена. Спасибо большое. Москва, Чехия с нами, Латвия, Королев, Вроцлав, Польша, город-герой Тула, Санкт-Петербург, Владикавказ, Брянск, Липецк. Просто необыкновенная перекличка, как и всегда в нашем сегодняшнем шуме, как и во всех шумах. Опрос сегодняшнего эфира мы подведем в конце итоги, он звучит так. День Победы для вас больше. Это извечная дискуссия. Там, да, люди друг с другом спорят с пеной у рта. Вот что такое День Победы? Да? И вот такие варианты. Значит, День Победы для меня больше. Это праздник радости и жизни. Это день памяти погибших. Это обычный выходной или рабочий день, то есть вы
ну, как бы вы не против этого дня, вы просто понимаете, что это где-то рабочий, где-то выходной день, просто какая-то дата, да, то есть и очень так пространно относитесь. Или же это пропагандистский инструмент властей. Сегодняшний шум, он будет объяснять наличие этого варианта. Вот прям объяснять четко и полностью, я думаю, всеобъемлюще. Потому что пройдемся мы не сколько по вот таким радостным событиям, а вот пошумим по поводу вообще отношения. Отношения между людьми, отношения между поколениями. Очень интересно, я думаю, будет. Поэтому спасибо, что ставите лайк. Также я анонсирую и всегда заблаговременно прошу присылать вопросы на почту предложку, она есть в телеграм-канале, или в закрытый клуб зрителей в телеграм-канале. Есть вопросы и там, и там. Вчерашний шум я это как бы так внедрил, но некоторые вопросы не озвучил, озвучим из предложки и непосредственно с телеграм-канала закрытого клуба зрителей. Всем большое спасибо за то, что поддерживаете канал суперстикерами, суперчатами. Лучшее поздравление на День Победы, конечно. QR-код тоже. Переходите, если работает сервис, поздравляйте, пишите, что думаете, это будет на экране прямо сразу. И я очень надеюсь, если работает сервис, то это как бы вообще без проблем. И я думаю, что будем продолжать общаться. Кипр, Лимассол, с Днем Победы, спасибо большое, всех с Днем Победы. Черногория, Тиват, замечательно, Запорожье, с Днем Великой Победы. Наталья, вас тоже в Запорожье. С Днем Победы. Марибор, Словения, Полтава с нами. Для моей бабушки День Победы самым главным праздником. Харьков, Яна пишет. Конечно. И вы знаете, самый главный праздник, он все-таки, вот я даже сегодня, да, вот как-то вот понятно, что этот поток новостей, этот шум, интервью, какие-то вот эти все вбросы, ожидания какие-то, и все равно хватаешься за вот это чувство какого-то торжества. Причем торжество это не обязательно какое-то там, не знаю, развеселое событие, а именно торжественность этого дня, она сегодня была очень и очень подчеркнута. Ну и было много человеческого. Конечно, мы там обсуждали сегодня, кто смотрит канал, смотрел там видео, интервью прошлое, сегодняшнее на День Победы мое, мы там обсуждали вот эту историю с мальчиком, который во время речи Путина на параде на Красной площади зевал. Он как бы зевал, его там долго не могли, там меняли ракурс, но в общем потом его убрали, этого мальчика. И вы знаете, вот тут как бы мнения разошлись, вот как так можно было, весь мир смотрит, ждет, а он там зевает, улыбается, хохочет, прислоняется головой там к кому-то, к маме или, ну, к родному человеку. На самом деле, то есть, да, вот, в принципе, а может надо немножко проще относиться. Все прекрасно понимают, что там дети, они вот наряжены, они вот как бы, да, вот их тоже используют как, ну, там, элемент вот такого праздника, да, и вот понятное дело, что их привезли бог весь во сколько рано, и понятное дело, что он устал и зевал, и, ну, вышли из положения, ничего страшного. Ну, то есть позора никакого нет, это ребенок, даже там, несмотря на то, что он там какой-то 10 лет ему, там какой-то взрослый. Поэтому это вот тоже элемент такого человеческого. По поводу речи Путина скажу буквально два слова, все могут ее переслушать, посмотреть, поэтому здесь останавливаться шибко нет какой-то возможности. Были главные посылы. То, что главный посыл, и мне там уже пишут в комментариях, Шелест, понятно, ты там обиделся на Путина, что он Украину не упомянул. Нет, я не обиделся на Путина, я расценил то, что вот Украину не упомянул Путин, ровно потому, что все уже идет на спад. Вот все, вот этого вопроса уже нет, он уже почти решен. Об этом и новости сегодняшние свидетельствуют, в том числе этот неуклюжий мерцающий политически, он тоже сегодня высказал там надежду, что на выходных, возможно, будет долгосрочное прекращение огня, а дальше переговорный трек, и он так верит и надеется в это. Reuters сегодня выпустила, ну, вот такой достаточно интересный материал, его многие, скажем так, многие распространили этот материал, и, ну, честно говоря, вот если так, положа руку на сердце, очень хочется, чтобы именно вот так и было, да, потому что, ну вот, пожалуйста, Reuters публикует, что в ближайшие часы или дни может быть объявлено о прекращении огня.
США и Европа заканчивают подготовку предложения о 30-дневном перемирии, в случае отказа от которого будут введены какие-то мощные санкции против России. Ну, без мощных санкций против России, понятно, никуда, все там грозят чем-то. Трамп вообще, вот Трамп красавчик на самом деле. Он там, конечно, говорит, как иногда, шо попало у нас выражаются, но он красавчик в каком плане? Он говорит, значит так, если стороны будут противиться, или не противиться, нарушать прекращение огня, то мы введем санкции. То есть это абсолютная новая формулировка. Нет, он как из рога изобилия сыплет новыми формулировками, но эта формулировка принципиально важная, я считаю. Что, то есть прекращение огня нарушил, все, санкции тебе. Украина нарушила, санкции тебе. Ну, к разного рода нарушениям мы еще вернемся обязательно сегодня. О человеческом на параде. Ой. Значит, я публиковал у себя в телеграм-канале еще пару дней назад, это на самом деле видео расходится, с тех пор, когда начались репетиции парада. И, значит, ну это же большая там Красная площадь, они, понятно, идут, весь парад был под оркестр, я имею в виду пешую часть под оркестр, там колонны техники шли под музыку, но это видели уже многие, и уже прям целая тема обсуждений вокруг этого. Увидели и 9 мая. Курсанты московские маршируют, идут и поют Цоя. Люди в шоке. То есть, понимаете, в чем дело? Почему люди, они очень удивлены песней Цоя, и это видео было на репетиции, ночью они когда ходили, там, как правильно ходить, и вот даже там голос за кадром в этом видео сегодняшнего с парада, они тоже обалдеть, Цой, ничего себе. Вообще, конечно, дискуссия такая предметная. Тут именно считывается восприятие этой песни Цоя, известнейшей песни «Группа Крови». Значит, есть там критики музыкальные, есть люди, которые... Ну, Цой, во-первых, давайте так. Цой прежде всего был поэтом. Ну вот у него все равно... как это, поэтическая музыка, понятно, да, там музыка, это как бы группа, это творчество, это вот такой жанр, но Цой, он поэт. И многие сейчас вот прям серьезно пытаются как бы дешифровать вот это, что он, какие смыслы вкладывал, там по куплетам раскладывали. Тоже немного погрузился в это, и прям целая дискуссия была. Мол, как так? Военные поют антивоенную песню. Ряд экспертов, действительно, литературоведов, там, которые музыкальные критики, эта песня антивоенная по своей сути. Не знаю, мне почему-то, может, я с того поколения, которое там романтично относились к Цою, видится в этом не милитаризм, не глорификацию смерти солдата и вот этого всего пафоса, а наоборот, что и вот это вот сочетание парада мощного, ну там, прохода группы войск, которые поют хором эту песню, это вот сочетание несочетаемого дает очень такой триггерный эффект, но я почувствовал теплоту. Напишите в шуме, что вы почувствовали от этого. Это для меня такой метафизический признак, что тоже все заканчивается. И никто не хочет ставить ногу на грудь. И, понятное дело, плед, да, чтобы не остаться инвалидом. И пожелаю удачи в бою. То есть это на самом деле такой очень, очень мощный посыл. Именно вот такой человеческий на этом параде. Я так его считал. Если вы, конечно, думаете, что нет, это символ величия, там, глорификации, мощи и так далее, но все равно что-то не так. По поводу вообще употребления этой песни и, ну, как исполнения этой песни курсантами, вот прям действительно, кто говорит, как так, одни пишут там заметки, статьи, паблики, что Цой бы перевернулся в гробу, если бы услышал, что солдаты на параде, там, на таком мероприятии поют его песню. Ну, тут как бы все вопросы снял сын Цоя, Роберт Цой, он буквально там несколько дней назад тоже комментировал эту историю, говорит, что нет,
нет, отец был бы не против. Ну, так сказал сын. Понятно, что там сын за отца не отвечает, но тем не менее, ну, вот какой-то тоже вот много было человеческих таких моментов. Очень много. Даже я вам, я вам обещал, что будет кто-то из американцев на параде. Ну, собственно, был американец на параде. Даже вот этот вот Стивен Сигал, он тоже как-то выглядел человечно, понимаете? То есть колонны, техника идет, и тоже вот этот побывалый человек, он, понятное дело, там, он за Россию, он туда, но тоже американское определенное присутствие было на этом параде. Там не приехал никто из тех, кого предрекали разными вбросами, но тем не менее вышел Ушаков и сказал, что так, ребята, у нас все, Ушаков помощник Путина, у нас все на мази, то есть мы с американцами созваниваемся каждый день. Каждый день. Примечательный и очень важный момент, мы вернемся к этим американцам, переговорам, от кого что сейчас зависит. Примечательный момент был, это вот история с Фицо. Да? Фицо, значит, он все-таки прибыл в Москву. Торжественно лидер страны в Кремль перед парадом принимал участие, возлагал цветы, то есть все как положено. И Фицо за это получил как бы вот такое недоумение от Каи Каллас. Параллельно с событиями в Москве сегодня во Львове была встреча. Говорили, что 20 из 27 стран Европы, представители, там, министры иностранных дел, Кая Каллас, как глава евродипломатии, они вот собрались и, так сказать, для того, чтобы в неформальной обстановке обсудить трибунал против Российской Федерации за их, ну, скажем так, преступления, за вторжение, за агрессию и так далее. В общем, они собрались, они прохаживались там по могилам, их сначала поводили. Марсово поле — это, ну, во Львове, там большое военное кладбище. Туда, кстати, Зеленский постоянно приезжает, когда куда-то надо вылетать, он постоянно... Ну, это такая картинка, куча флагов, там эти могилы. И вот они все дружненько, вот эти 20 из 27, походили, потом сели, обсудили и выдали некое решение, что решение будет приниматься в Люксембурге на следующей неделе. То есть в Люксембург съездят, там еще позаседают, придут к чему, не придут, непонятно, подмена Международного уголовного суда, в общем, своя свадьба такая, да. Но вот это вот как бы тоже несочетание, абсолютно несочетаемые вещи, то есть тут парад, тут вот там солдаты, здесь вот торжество, была воздушная часть парада, да, небольшая, но были, скажем так, ну, такие моменты, такие эпизоды. Потом Путин с гостями вышел, прошелся по Красной площади, там приветствовал разных военных, в том числе военных КНДР, благодарил их. Кстати, по поводу военных КНДР сегодня сообщили, что в Курской области, в населенных пунктах, где шли бои, будут им воздвигнуты некие такие памятники и названы улицы в честь бойцов КНДР. Такая примечательная история, то есть там врубили на полную катушку вот эту всю как бы героизацию там и КНДР, и, понятное дело, героизация там своего солдата в Российской Федерации. Это ясное дело, мы к этому, кстати, еще вернемся немножко позже, когда про украинскую армию поговорим, и об отношениях, да, то есть солдат государства тоже затронем, но это позже. Так вот, Кая Каллас, ей на вот этом всем собрании во Львове задали вопрос, мол, Кая, ну вот смотри, ну ты же глава дипломатии европейской, а тут Фицо, руководитель европейской страны, летел там лесом полем, но долетел и принимает участие в параде. Что скажешь, Кая? Я не могу этого понять. Я бы сказала, что все, кто поддерживает свободу, независимость, ценности, должны сегодня в День Европы быть в Украине, а не с тем, кто начал эту войну и всеми этими ненужными церемониями. Как ты можешь стоять плечом к плечу
с Путиным, он, мол, стоит на... В общем, Фицо стоит на неправильной стороне истории. Ну, так, например, да, вот так отреагировала Кая Каллас. Ну, к слову, да, тут тоже очень такой важный момент, что Кая Каллас, конечно, отреагировала, но Фица тоже далеко в карман за словом не полез. И, ну, вот он как бы отреагировал на то, что ему, да, вот сказала Кая Каллас. Значит, вот, пожалуйста, премьер Словакии Фица ответил на критику, да, вот прям таким письмом, да, с подписью со своим, Роберт Фица, все цивильно. Значит, уважаемая Кая, я уже не раз отмечал ваши заявления в связи с визитом в Москву и встречей с президентом Путиным. Видимо, я не на правильной стороне истории или других подобных глубоких геополитических соображений. Во-первых, я в Москве, чтобы отдать дань уважения более 60 тысячам воинов Красной Армии, погибших при освобождении Словакии. Мне непонятно, что общего у этих храбрых людей с нынешней международной ситуацией. Вообще разрыв шаблонов. Как так? Что это же они, люди, которые погибли за Словакию, освобождая ее. Они же, наверное, с Путиным как-то связаны, понимаете? Во-вторых, как высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, вы не имеете никакого права критиковать суверенного премьер-министра суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке дня. В-третьих, я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которым вы так интенсивно работаете. Ну и в-четвертых, как можно вести дипломатию, внешнюю политику, если политики не должны встречаться, вести нормальный диалог по вопросам, по которым у них есть разные мнения. Феноменально на самом деле. Ну вот, феноменально, так говорится, умыл, так умыл. Понимаете? Вучич тоже примерно то же самое сказал. Ответил, так сказать, Кая Каллас. Но вернемся, давайте все-таки к вообще, да, вот, позиционированию. То есть перемирие, да. Было ли вообще перемирие? Если честно, немножко так дрогнуло сердце, когда сегодня утром сообщили, что дроны таки полетели. Ну, как не дроны, а дрон один полетел. Причем это случилось в Белгороде. Прям с утра. Вот этот момент попадания дрона. Вот мы видим вот взрыв. Это здание администрации. Видите, Белгород украшен. Гладков об этом тоже снял видео. Он там прохаживался с полицейскими. 2 пострадавших от этого взрыва. Не сильно пострадали, но пострадали. Значит, от обломков, осколков там ранило одного нацгвардейца, росгвардейца, и ранило заместителя Гладкова. Но там как-то так сообщается, что его как-то ранило, но он все равно возложил цветы, а потом поехал помощь получать, медицинскую. То есть, в принципе, в теории вот этого удара конкретного, четкого, да, хватило бы для того, чтобы считать перемирие сорванным. Но все-таки вот есть какая-то неведомая сила, которая удержала от всего, скажем так, от других последствий или там цепной реакции вот этот эпизод. Лукашенко в кулуарах говорит, а от кого зависит мир? Что касается перемирия, я могу сказать его словами, мы с ним об этом говорили в последний раз. Лукашенко, значит, Лукашенко говорит, что вы можете сказать, мол, там, о том, что на чьей стороне вот сейчас мир. В общем, отвечает Лукашенко. В Волгограде и вчера они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить. Вопрос ли в России? Поэтому надо разбираться с другой стороны. Насколько я сегодня понимаю этот вопрос. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй, и мир наступит. Значит, европейцы должны стать в строй. Да? Украинцы с американцами должны договориться и решить. Европейцы должны стать в строй. И тогда мир наступит. Так думает Лукашенко. Кстати, сейчас в эти минуты в Беларуси парад. В Москве с утра.
То есть Лукашенко тоже был, он ретировался быстро, одним из первых, да, потому что у него там своя программа, и она вечерняя. Там салют, парад, то есть там своя программа в Беларуси тоже достаточно красиво, пишут подписчики мне. И вот вокруг этого, собственно, все и танцуют, да, сейчас. Но есть как вот один позитивный сигнал. Это вот сегодня Ермак появился в соцсети, в Инстаграме, кажется, да, в сторисах. Он там выходил в прямой эфир, его нарезали по вопросам, и он там чего-то пытался объяснить. Ну, понятно, он объясняет всю ту же позицию, что мы за безусловное прекращение огня на 30 дней, вот это все. Но видно было, что вот даже сам факт этого появления, вот этого разжевывания Ермака, его вполне достаточно для того, чтобы понять, что что-то произошло все-таки на встрече, онлайн-встрече вчера утром. Уитков и Келлог созванивались с Сибигой, и да, вот, то есть что-то было. И какое-то решение, наверное, назревает и вызревает. И Рейтерс не просто так пишет, понятно, там санкции, если что там, если не будете брать, отключим газ, понятно. Но какое-то решение вызревает. Есть вовсю вырисовывающийся тренд, что это перемирие. Ну, показательная будет эта ночь и завтрашний день. Эта ночь и завтрашний день. Если возобновятся боевые действия, мол, 9 мая прошло, и давайте там дальше на линии фронта. Хотя тоже Теткино атакуется ВСУ. Есть сообщение о том, что перемирие нарушается там и в Херсонской области. Перебрасывались через Днепр вооруженные силы Украины. Обстрелы были со стороны, понятно, там Российской Федерации, то есть вот именно по линии боевого соприкосновения и по Херсону. Это вот данные вчерашнего дня, да, сегодня как-то все об этом не сильно говорят по состоянию на момент нашего эфира. Но тем не менее, если завтрашний день пройдет более-менее нормально, то это означает, что договоренности есть и работают. Тем более, что завтра в Киеве потужная коалиция желающих. Об этом объявил Зеленский. То есть инсайт Гончаренко, который давал 2 дня назад, он подтвердился, что 10 число они вот все съедутся, съедутся ли. Мерц вообще по телефону поговорил с Зеленским, потом с Трампом поговорил по телефону. В общем, они так вот пообщались, и Мерц сейчас выдает какие-то свои надежды, что в ближайшие дни вот может вполне себе на этих выходных, то есть завтра-послезавтра, будет договоренность о длительном прекращении огня. Россия ничего по этому поводу не говорит, пока не заявляет. Наверное, завтра будут какие-то заявления, хотя, в принципе, праздник, выходные. Посмотрим, насколько это все удобоваримо будет заявлять, и действительно ли что-то будет происходить. Продолжим о праздновании Дня Победы сегодняшнего дня. Значит, очень интересный эпизод был у Балтийских тигров, эстонская Нарва. Город, ну там фактически город, он заканчивается, там замки, да, вот и речка, и вот с одной стороны Нарва, с другой стороны российский город, и вот на российской стороне, через речку, так сказать, показательно, развернув в сторону Нарвы, выставили сцену с большущим экраном и транслировали парад. То есть, вы видите, граница, стена Яценюка, ну, прибалтийского Яценюка. То есть, и можно прямо достать зумом обычного мобильного телефона выступление Путина, большой экран. Это специально сделано для них, все понимают. Ну чего, люди приходят, смотрят вот так вот через речку, через границу, грубо говоря, да, в Нарве. То есть там играют песни военных лет, гимны, вот это все, парад идет. И вот очень интересно, тут Евросоюз, Эстония, а вот на той стороне уже Россия. То есть очень такой показательный момент, да, вот этот, что все равно люди, прогуливаясь по набережной, все равно как бы, да, вот слушали звуки парада и могли даже рассмотреть, ну вот непосредственно, что происходило в Москве на Красной площади. Параллельно с этим на стороне, ну, со стороны Нарвы, на крепости, вывесили вот такой, как бы в ответ. Ну, смотрите, Прибалтика, это же как, они же отказались от электричества, у них оно сейчас дорогое, это ж надо какие-то, а что транслировать? А транслировать 9 мая нечего, они бы ничего не потранслировали, поэтому экраны разворачивать, сцену, ну, что делать? Вот они вот так, знаете, Путин, там, Путлер,
там война это преступление. Ну, потушно ответили на вот такой, как бы вот такая переброска, да, через речку, крепость с высоты, чтобы было видно. Поразительная история была по соседству. В Литве у мемориалов мусоровозы и контейнеры выставили. Мол, для ритуальных вот этих всех вещей, там цветов, свечек. Мол, так выставили на видном месте, чтобы там это вот потом выбрасывать. Ну, как бы можно оскорбиться, потому что люди несут цветы, они думают, что они хотя бы там денек-другой полежат, да, их не будут сгребать. Ну, мы видели, как и прошлое, там 9 мая, прошлые праздники, в балтийских странах вот это все как бы сносилось и в мусорные баки. В чем здесь предлагается шума добавить? Там есть еще фото с контейнером, да, оттуда с этого же Вильнюсского мемориального комплекса. Тут плохо видно, конечно, да. Ну, сейчас попробую немножко увеличить, для того, чтобы можно было рассмотреть. Я надеюсь, получится. Тут оскорбили, ну, вот если честно, да, как по мне, оскорбили украинцев. Украинцев оскорбили, потому что, ну, гвоздики, там, всякие там свечи, ностальгии вот этой, да, советской, атрибуты вот сюда выбрасывать. И тут нарисовали герб украинский. В Украине нет большого герба, и это официальный государственный герб Украины. Он малый, так большой и не приняли, там эти все законопроекты. Короче, украинский герб они разместили на мусоровозе. Ну, например, не знаю, там, понятное дело, что меня как украинца это обижает, возмущает и раздражает. Ну, при чем здесь украинский герб? Да вот при том украинский герб. Потому что при том. Сегодня на самом деле было очень много, ну, вот таких эпизодов, прям брать не перебрать. В Лондоне. Там выходили, ну, в Лондон, Прага, выходили послы Российской Федерации, консульские работники. Ну, у них такой день, да, это как бы государственный, государствообразующий праздник в России. Они выходили и к местным памятным знакам, они разные, то есть разные по объему, по статусности, значимости. Вот в Лондоне там немножко поменьше, там в виде колокола изображен. И вот они выходили и возлагали венки, цветы. И в Праге, и в Лондоне, да и в других местах, вот, их как бы в Праге вообще, там, да, вот эта история, когда украинцы ложились на асфальт, накрывались белыми простынями, обмазанными кетчупом, и они должны, получается, были эти посолы, консульские работники переступать, а потом еще потасовка была, пытались там физически оттеснить, ну, вроде как возложили, потолкались, это было в Чехии. В Лондоне примерно то же самое, но там больше кричали. Причем примечательно, что в Лондоне оказалось там больше россиян, и они там дружно все кричали «Россия, Россия». Ну, вот как-то так. То есть Украина как бы вот мешала возложить цветы. Хоть убей, как украинец, да, то есть не могу понять зачем. Ну, пускай идут и возлагают. Но вы хотите там что-то продемонстрировать, выйти с украинскими флагами, там, обматерить Путина на транспаранте? Ну, стойте себе спокойно, да и все. Да, то есть создавайте этот фон, картинку. Не хотите создавать, ну, вы и так ее создаете, да, по любому кличу Притулы, Стерненко и всех остальных. А тут прям вот такая целенаправленная акция. Хабы не нужны, слушайте. Вот зачем хабы нужны будут за границей, чтобы там собирать украинцев и говорить, так, у россиян сегодня там же какие праздники, да, вот будут День России, там 12 число, еще там какой-то день, то есть, ну, вот эти пошли летние какие-то там праздники государственные, и там же в любом случае будут какие-то мероприятия. Вот надо собирать в хабе украинцев, раздавать флаги, печатать плакаты, и вот туда этих украинцев. А что им делать все равно, они сидят на пособиях, не работают, да? Ну, вот такая логика. Это не говорю о том, что там украинцы не работают и все плохие. Но вот такая логика у власти. Потому что почему-то я уверен, что это не такая прям личная инициатива, общественная, там, да, она связана в том числе по линии власти. Да? Иначе бы вопрос о хабах бы не стояло. Варшава просто сегодня. Ну, это без звуков. В общем, двухметровая скульптура Путина в каске с буквой Z в виде детородного органа, два фаєра, жовто-блакитні фаєра,
И, в общем-то, вот такой перформанс. Ну, вот радостный поляк, наверное. Всем радостно. Вот, куча прессы, смотрите. Красиво же, да? Красиво вот это все выглядит. Смотрите, в Европе можно выходить с разными цветами, с разными, ну там все-таки какая-никакая, но сохраняется хотя бы вот такая внешняя свобода, да, то есть хотя вот все меняется, и Европа как бы отстает сейчас. Однако, если бы этот бы человек, который фотографируется, или эти организаторы поставили бы, ну вот, это сооружение в виде Путина в День Победы, ну, например, там у себя дома, во дворе там, частного дома, или, например, во дворе многоквартирных домов, или на площадь взяли разрешение, вышли бы на площадь и стали. Они вольны это делать, это вот так они видят. Ну вот, да, припудренное, ну вот так они видят. Но когда это с фаерами стоит на кладбище мемориале советских воинов, среди которых и украинцы лежат, вот это просто, ну вот просто выбивает из колеи. Как так? Там же вполне вероятно кости украинцев, которые там шли, ну, пропахивая всю Европу, и вот дошли до Варшавы. У меня где-то в тех краях один из по отцовской линии погиб дед. Ну, примерно. То есть его судьба неизвестна. Да? Вот у меня лично. Дед-прадед. Да? То есть, ну, вы понимаете, в чем дело? То есть, а они вот, получается, мавзолей, кладбище, они вот выставляют вот этот орган, да, художественный, и радуются этому. Там музычку включили такую клубничковую. Ох, у них перформанс. Да? Сергея Лещенко не хватало из офиса президента, чтобы подиджейл там еще. На кладбище. То есть не просто у памятника, который просто стоит в городе, там чего-то ознаменуют, да, и за ним ухаживают, потому что, ну вот, старый памятник среди жилого массива или в парке где-то. На кладбище вытянуть вот это опудало и вот это вот так себя вести. Причем интересно, что я часто встречаю, и ну, многие там ругают победобесие. Иногда ругают справедливо. Да? Все помнят вот эти там танцы с пчелками, как георгиевские ленты. Все помнят там еще какие-то наряды детей, в общем, вот эту всю историю. И многие недовольны и ругают. Мол, говорят, у нас, в принципе, опрос об этом же, да, что это не какой-то там вариант там праздновать победобесие, там эти все эти, это нет, это все-таки, ну, как бы праздник. Так, а если вот там победобесие, а вот это тогда что? Антипобедобесие. А кто больше победобес? Понимаете? Вот возникает вопрос. Тем более, что ничего же не происходит эдакого. Никто ни к чему не призывает. Люди пришли возложить цветы. А там вот эти. Ну или лежат в простынках красных. Или, то есть, понимаете, в чем дело? Ну там, может, поляки помогли. Может, непонятно по поводу организаторов. Это художник, да, есть. Польский художник это все сотворил. Все, я вспомнил, да. Ну, украинцы, понятное дело, поддержали. Но в Чехии, простите, пожалуйста, это же как надо себя не уважать, вот это, чтобы на 4-м году войны, зная и понимая, как сейчас вообще отношения с Западом строятся, вот так вот ложиться там на землю, чтобы через тебя переступал посол, консул, понимаете? Ужас. Зато в украинских пабликах очень радуются. Вот где-то в Беларуси, да, прошел парад, и там переоделись в там, крестьянскую партизанскую армию и маршировали по площади. А одна дама, изображая медсестру, вела козу. Коза не выдержала темпа строевого шага, и вот она ее пыталась хоть как-то там, да, допереть, ее на нее надели сумки, изображающие вот эти вещи. И всем очень смешно, понимаете, по этому поводу. Нет, это видео смешное, может, у кого-то вызывает улыбку, не вопрос. Но это же, ну, вот понимаете, в чем дело? Когда вот такие видео пытаются высмеять, да, каким-то образом в украинских пабликах, как бы бросая тени на мероприятие в Беларуси, да, то есть,
ну, так а чего вы добиваетесь? Вот сейчас в Беларуси, я уже говорил, там красиво идет тоже парад, тоже концерт, тоже там будет салют. То есть в Украине же этого всего нет. В Украине кладбище, даже нормального мемориального комплекса не построили, потому что деньги начали воровать. Ну, я имею в виду вот эту историю с Майданом, да. Сейчас там Зеленский записывает, в вчерашнем шуме я показывал, записывает видео. Вот смотрите, как у нас хорошо, у нас просто жизнь, нет вот этого победобесия, все просто живут, а это парад страха и цинизма. Ну вот вам и они вот посмеялись над страхом и цинизмом Беларуси с козой, которую там перемкнула, и она там не захотела дальше идти. Ой, как смешно. Так постройте нормальный мемориальный комплекс, сделайте нормальное мероприятие, да, такое там с прохождением, ну, не парад, но может каких-то вещей, там какой-то концерт, что-то придумайте. Даже в этот день памяти, день победы над нацизмом и памяти, да, Николы Знову. Нет этого всего. Ну нет, не время, вы что? Там возвеличиваете вы Майдан и Небесную Сотню. Да? Вот. Я не возвеличиваю, вы возвеличиваете. Так они не способны были даже какой-то комплекс придумать. Они там какой-то музей строили, украли на нем кучу денег, потом кого-то поймали, так и не достроили, бросили. И теперь вот это вот такое стихийное памятное место с этими флажками, которые втыкают как бы в один флажок, это символ погибшего за Украину. И по городам такая история. Кто-то там плюс-минус хозяйственники есть такие, которые облагородили и выставили там плюс-минус такие нормальные стенды, то есть, да, с этими фотками. Ну хорошо, фотки, флаги, ну сделайте что-то, сделайте скульптуру, сделайте. Ну вот какую-то, да, какую-то там красивую, чтобы какой-нибудь талантливый украинский человек, да, архитектор возвеличил, скульптор возвеличил там, или архитектор сделал какой-то комплекс. Ну так же все, понимаете? Ну вот так же. А потом обижаются, когда говорят, а что так по-хуторски, да, вот, и обижаются все. Так а почему вы обижаетесь, если вы не можете как бы своих мертвецов, которых возводите в ранг государственной политики, уважить по-нормальному? Ну, таблички мемориальные вот эти прибили на подъеме, там, институтская вот это. Ну, хорошо. Вот эти какие-то железные штуки поставили, там, они долго стояли. То есть, ну, превратили Майдан Независимости в кладбище, вместо того, чтобы окультурить каким-то образом сделать. Но нам смешно с козы. Понимаете? То есть вопросов много. Вопросов прежде всего в понимании происходящего и в оценке того. Сделайте лучше. Ну, если там не нравятся парады, не нравится там что-то еще, сделайте лучше. При всем уважении там, или неуважении к текущим политическим событиям. Я помню, как это было вот там до войны, пытался Порошенко делать, там какие-то карты из этих маков, которые Николы... Тут хоть что-то было. Но все равно, блин, возле родины матери, которые сейчас перебили герб Советского Союза на украинский. Ну, сделайте что-то новое. Ющенко, при всей его вялости политической, то хоть ездил там, у него была тема Голодомор, и вот он открывал красивые мемориальные какие-то там доски, комплексы, ну вот посвященные этому событию. Хоть как-то применял себя. Понимаете? Мне сейчас скажут, ну что открывать, война же нынче, не время же. Ну так кучу денег тратится на дороги, клумбы, там, не знаю, всякую ерунду. Ну, это философия. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Значит, как отвечали россияне на это все? Ну, они кричали «Россия, Россия». Они пели песни и возлагали цветы. Там, где их больше, они вот как бы праздником, да, вот протесты приглушали. Там, где меньше, там были потасовки, какие-то там толканина, там, ну, в основном как бы местная полиция всех в сторонку, всех разводила. В Германии, кстати, там прошла колонна от Бранденбургских ворот к памятнику, к мемориальному комплексу. То есть в Германии очень много, на самом деле, тоже вышло россиян, и они прям пели «Катюшу», они возлагали цветы, они вот праздновали в Германии. Параллельно, там, понятное дело, с какими-то митингующими со стороны Украины. Но вот из перформанса, да, такого ответа, вот давайте на это посмотрим. Значит, это вот память, это Германия, Берлин. И вот кто-то положил среди цветов фотографию Семена Ивановича Зеленского.
надпись «Товарищи, простите за внука предателя». Ну вот так. Листовка, как говорится, распечатанная на принтере, да, вот с таким смыслом. О бессмысленности вообще происходящего также сегодня свидетельствуют народные депутаты. Марьяна Безуглая, значит, смотрите, история. То есть депутаты буквально вчера проголосовали сделку. Мне в комментариях пишут: Александр, вот вы вчера в Шумене рассказали, что вот это как бы рамочный документ, это фактически бумажка, там должны прилагаться секретные какие-то, ну, или непубличные договоры, без этих договоров они приняли, получается, черти шо, и значит никаких последствий, ну вот так надо об этом рассказывать. Такой комментарий мне попался от молодого человека. Послушайте, они приняли, это схема, по которой работает. Вы или, может быть, там с другой страны, там не с Украины, может, не понимаете. То есть задача вот это принять и вот дальше. То есть, понимаете, то есть вот приняли, а дальше уже вообще никто никому ничего не расскажет дальше. Потому что если расскажут, то это, конечно, предательство. Ну, навеки. То есть это государственная измена, преступление из этого проистекает. А так ничего не проистекает. Вот мы вот за это. Ну, тут договор, там это процедурные моменты, это не надо там это ратифицировать. Хоть там Рада говорит, надо ратифицировать. Никто это не подаст. Потому что все уже поаплодировали. Вчера ночью созвонился Трамп с Зеленским. Все такие, шаг к миру, сделка. То есть замазывают, пускают туман в глаза и говорят, что сделка это, как бы, это дело третье. И вот депутаты вчера проголосовали за сделку, а сегодня же 9 мая. Выходит, значит, депутат Бужанский. И пишет у себя: «Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная – это история почти каждой украинской семьи, и это история победителей». Макс Бужанский, народный депутат, слуга народа, человек, который на этой теме памяти, в принципе, и стал народным депутатом. Ну, он там как исторические, там публикации у него было, ну, в общем, занимается этой темой, занимался, да, он был известен до «Слуги народа». Но Марьяна Безуглая решила, это слог депутатский. Пишет у себя, делает скрин, пишет: «Подаю на этого черта в СБУ. Пускай только не отреагируют. Напомню, неделю назад он вообще координировал голосование нескольких десятков слуг в парламенте». Это вообще какая-то новая информация для меня, что неделю назад он координировал голосование несколько десятков слуг. Это вот как вспоминается выбросившийся из окна регионал, да, который махал рукой, который ему принадлежит вот эта фраза, там, «нас развели как котят», который махал рукой, и регионалы голосовали. Это вот это Бужанский так неделю назад махал, наверное, да? Вот это все. Ну, то есть, а за что она подает в суд? То есть за это, за то, что он братцы с Днем Победы поздравил и сказал, что украинцы, в каждой семье есть там история, связанная с войной. Что он не так сказал? Что мы, ну, представители победителей, это вот заслуживает того, чтобы героя Украины от вчера, Малюка, так сказать, побеспокоить, постучать к нему в дверь. Ну вот Марьяна постучала. По поводу Бужанского, тот тоже своеобразен. Буквально там через несколько публикаций у него же на канале. Конечно, мы имели полное моральное право ударить по московскому параду. Не, ну понятно, мы ж потомки победителей, что нам по параду Дня Победы не ударить? Правильно. Конечно, он законная военная цель. Конечно, мы все этого хотели бы. Вот тут стало очень интересно. То есть все хотели бы, чтобы, да? То есть мы все. А мы это кто? Это 10 депутатов, о которых говорит Безуглая? Значит, конечно, они прикрылись высокопоставленными иностранными гостями, что сделало удар невозможным.
Я, если честно, даже не хотел реагировать до Бужанского на это. Ну, это потому, что гон каких-то пабликов, да, таких заряженных, таких украинских, таких патриотичных, щирых, мощных, с миллионными аудиториями. Они вот говорят, вот смотрите, публикуют фотографию Путина и Си Цзиньпина, говорит, смотрите, российское ПВО на Си Цзиньпина. То есть, ну вот так, да, это и всем было так. И все смотрели парад, и все вот, ну что, будет, что не будет, чего. Вот эти фотографии публиковали, когда там человек с метлой, типа, ну, дворник, а у него там кобура торчит из-под жилетки салатовой такой, ну, для дворников, для коммунальщиков. Ну, это говорят люди, которые просто человек-инженер, наверное, в штатском, с таким портфельчиком ходил рядышком Зеленского и отгонял Бухова от него. Ну, просто человек, наверное, какой-то, не переодетый вообще ни разу, да, вот так вот. Это буквально вчера было. И вот они над этим всем смеются. Но от Бужанского слышать, что это, типа, прикрылись гостями. А гости такие, значит, поехали к Путину, говорят, ой, слушайте, давай ты нами прикроешься. Ну, тоже какой-то маразм. Значит, ну окей, будут другие цели, другие возможности, ерничать тут смысла не вижу. Ну, спасибо и на том, что хоть не ерничал, да? Мне так кажется. По поводу Украины, вообще, конечно, этот ужас 9 мая ее накрыл. Нет, люди, на самом деле, я тоже встречал в соцсетях и даже хотел показать, но это слишком обширно. И так немаленький шум, меня там критикуют, вот у тебя там слишком долго ты рассуждаешь, там чего-то показываешь в стримах. Это вот надо короче, вот надо короче. Ну, как бы, как есть, да, мы в прямом эфире с вами общаемся, то есть вы шумите, пишите, обсуждаете в комментариях, делитесь друг с другом. Короче, значит, много было таких публикаций. Меня удивила, например, история, когда там парень, а у него, ну, у него там соцсеть какая-то, ТикТок, наверное, да, или, по-моему, в ТикТоке видел. Парень, у него там такой-то, такой-то, там, ремонт под ключ. Ключик нарисован. То есть, ну, видимо, строитель. Не старый, молодой парень. И он идет и говорит, я в Чернигове, это Чернигов, это Стелла. Он берет букет гвоздик, идет, возлагает, говорит, с Днем Победы, всех поздравляет. Он возлагает на эту Стеллу, а там огонь даже не горит. Ржавая вот эта вся история, и вот это он возложил, отдал дань. То есть и много таких людей, они в соцсетях друг друга поздравляют. Украинцев из Украины, не из Украины. И они вот действительно вот как бы не из Украины вообще проще. То есть все как бы друг друга поздравляют. Может, это у меня такое окружение или такое, там, знаете, такие алгоритмы какие-то в соцсетях, что когда заходишь куда-то, смотришь, все прям поздравляют друг друга. А тут вот потомки непобедителей наконец-то вырвались, как вчера сказал Зеленский. Но накрыло 9 мая, и вот действительно ужас, конечно. Одесса. Ночью, с наступлением 9 мая, некие товарищи, так сказать, вышли к памятнику Малиновского. Зубами рвали, но все-таки вырвали, да, вот эту табличку. То есть к памятнику они не смогли ничего сделать, ну вот не могли достать, а вот эту табличку оторвали. Ну, она там, где написано, что это Малиновский, вырвали. То есть испоганили. Другие уникумы именно в этот день, ну это что же, это перформанс для соцсетей, устроили вот такой перформанс. Значит, выложили вот это Пушкин многострадальный, которого там чего только не надевали на него, как там какие-то таблички не вешали, как-то его там не рядили, но он все-таки стоит до сих пор возле мэрии в Одессе. Они взяли, собрали какое-то чучело из тряпок, надели типа это, что кто-то чего-то должен символизировать. Вместо головы там серп и молот, кусок флага советского. И две таблички. Ну, одна там вообще непонятно, что написано. Вторая вроде как победа, в кавычках, победа россиянам, типа, украинцам, типа, уважение. Ну, такие, проукраинская акция. Да? А потом взяли, выложили, сфоткали, еще там чего-то облили, какой-то типа краской. Но они считают, что, смотрите, и ремень тут есть. Ну, подготовились люди. Какой-то, не знаю, какой-то сельский клуб, если честно. Если в плане акций. То есть никакого нет креатива. Но, тем не менее, вот они так отметились и, видимо, собой довольны. А тех, кто пытался в Украине, ну вот,
ну, более или менее публично, ну, вот как-то отметить праздник, они подвергались гонениям. Закарпатье. Священник местный, сельский, это село. То есть село, где все друг друга знают. Вот священник уже в возрасте, с бородой. Он нарядился в, ну вот, это у него как бы ряса как бы ряса форма, да. И вот так ходил сегодня по селу, по своему селу, там, где у него церковь, он так ходил. К нему пришли полицейские, сказали: а что ты тут так ходишь? Пришли к нему, вот это давай там, поймали его, задержали, нашли у него, смотрите, и пилотка, и медали какие-то. Ах ты негодяй, нарушаешь закон, ходишь вот это по селу. Представляете? Закарпатье. Ну, а видео, прям их будет сейчас несколько. Я думаю, что стоит на них вот, отреагировать в наших комментариях, в чате и пошуметь. Значит, это утро бабушка пришла в пилотке с портретом, ну, отца, с цветами. Что вы за забороненную символику ходите? Вы знаете, что законом Перевидно, эту звездочку даже не видно. Что вы Что там представили? видно? Вот вашу свастику, да. Це не наша свастика. Будь ласка. Ну, значит, она говорит: вы пришли в пилотке, а на ней звездочка. Снимите. Он говорит: эту звездочку даже не видно, маленькая звездочка на пилотке. Это ж не ваша вот эта свастика. Она вот она так назвала в сердцах ну, герб Украины на кепке полицейского. Она говорит: это не наша свастика. Ну, как в воду глядел, говорит, не наша, говорит. А ну, а в смысле? Так свастика, что ли? Ты согласен или что? Тут подошла девушка из полиции диалога, как всегда так бывает. Шановні, везіть квіти. Вас на передовую. Я буду Поїдемо. требовать, чтобы вас на Хорошо. передовую. А на За даний хорошим, да. час ми вас запрошуємо в Печерське управління поліції на надання пояснень. Я вот там уже 6 раз была. Будете сьогодні. Говорит: в полицию поехали. Объяснительную писать. Она говорит: да я 6 раз там была уже. Представляете, соль земли, бабушка. 6 раз. Приїдете і И сьогодні. потом извиняются передо мной, Хорошо. чтобы вы знали. Будемо звільнятися Когда я ухожу, перед они вами. прощения Ви просят. чуєте, що я вам Вот говорю? так вот. Потому что понимают, что я виновата. Пояснили, що це заборонений символ, ви про це знаєте. Это головной убор женщины. Я снимать У вас на женщины не головному снимаю. Давайте ви зірку знімете з нього і можете його носити, цей головний убір. Добре? Еле деньги набрала, чтобы купить. Господи, даже денег нет. Візьміть, будь ласка, квіт. Значит, говорит, денег нет, еле деньги собрала, чтобы купить. Да? То непонятно, то ли про цветы, то ли про пилотку, говорит эта бабушка. Но они говорят, значит, Візьміть, будь ласка. Все уже, сейчас фотографируют. клади цветы, говорит, и поехали. Слушайте, ну и поехали. Сюди, присаджуйтесь. И вот она с портретом отца, с этими же цветами, да, то есть, Елена Петровна, вас надо сопровождать? Да, положишь. ну, цветы оставила там, видимо, там, или дочери, или родственница, и вот в полицию на объяснение. Там она, говорит, 6 раз уже была. Бабушка эта в пилотке, она каждое 9 мая выходит. Это Савченко Галина Петровна. Она 40-го года рождения. Откуда мы все это знаем, спросите вы? Да благодаря очень демократическому проявлению в украинском обществе сайту «Миротворец», который выкладывает личные данные людей, да, которые там не нравятся режиму. Там все побывали, кто-то, кого-то убрали, кто-то остался до сих пор, кто-то еще не попал каким-то чудом. С 2014 года эта вся песня началась. И вот она на «Миротворце», вот все ей данные. Она постоянно выходила там с георгиевскими ленточками, то есть вот она всегда вот такой боец была, каждое 9 мая. Ну как, это я там говорю боец, кто-то может скажет, боец, провокаторша, российская провокаторша. Причем в полиции была, но перед ней все извиняются. Еще случай. Возле того же, в Киеве, возле того же, скажем так, мемориала славы, возле Вечного огня. Не надо його забирати.
хлопці, я нікуди не піду. Ви розумієте, я нікуди не піду з вами. І ви, типу, хлопці, сіли і поїхали додому. Я все об'яснив. Пояснив? Значит, мужчина и две бабушки, собственно, ругаются с полицейскими. В чем суть ругани? Об'яснив. Ти по-українськи говориш, а ти говориш по-російськи. А він по-російськи говорить зі мною, чи зі мною по-українськи. Каже, щоб я об'яснив. А по-українськи говорить, пояснив. Він не знає української мови. Іди вивчи українську мову, тоді будеш не ловити. Пояснив, а не об'яснив. А я що провокую? Ні, від кого? Я це повнослов'янською співав, Пасхалію. То есть они просто пришли, мужик и две бабушки, и начали петь. Петь. Говорит, ты поешь по-русски. Он говорит, я по-старославянски пою. То есть... Хлопці, Христос воскресе. Воістину воскресе. Це по-слов'янськи риба моя. Никуда никто не Ми поедет. ніхто нікуди не підемо. А почему вы не трогаете англичан, американ, против татаров? Они говорят на татарском языке. Закон про вшанування перемоги, там казано, що в заходах, які відбуваються до Дня перемоги, можна співати, використовувати пісні, які мають відношення до цього. Я не співав російську пісню на вулиці, а біля Парку Слави. По закону про вшанування... Ну, немножко там сбился он. Это была не пасхалия к Пасхе, это все-таки была песня военных лет, наверное. Они пытались что-то спеть, да, вот мужчина и две бабушки. Но их все равно, давай, пошли, все, забираем. И разнарядка такая. То есть, если кто-то появляется такой, чтобы их не было много в одном месте вот таких, их надо вот всех выдергивать в отделение, увезли бог знает куда. Ну, а дальше человек уже не вернется в этот. Ну, то есть, смысл, вы понимаете, да, в этом. То есть, полицаи вот это встали, говорят, значит, подошли, так, ты там поешь. Ты чего поешь по-русски? Говорит, а если бы на английском пел или на татарском? Надо всем, получается, украинцам выучить на татарском или там на английском, как будет День Победы, порохом пропах, получается. Но дальше-то вообще трэш. Хлопці, Не толкайтеся, не толкайтеся. А чого ви нас толкаєте? Відійдіть, будь ласка, не толкайтеся. Не толкайтеся. Відійдіть, будь ласка. Зуби фотографируйте. Да что вы делаете? тягни. Кому тягнуть? Христос воскресе із мертвих. Ты посмотри, сколько их наехало. Ну, Ісусі во гробі. ну что вы творите, ребята? Христос воскресе із мертвих. То есть это какой-то кошмар. Это какое-то проклятие, уважаемые зрители. То есть они их завалили, значит, да, там, давай их тянуть. Они тянут их в полицейскую машину. Понимаете? Ну, дальше они там как бы поспорили. Отбили мужика у бабушек. Бабушек трогать не стали, а мужик он сильно умный, сильно. Лена, Лісно. де дружина? Ну и все. И задержали. Понимаете, в чем дело? Потому что ты пришел в Парк Славы и открыл рот. Там какую-то песню решил военных лет спеть. Понимаете? Все, тебя сразу раз и повезли. Будешь писать там штраф какой-то, пишешь там объяснительную. Там, понятно, там страшного ничего не будет с ними. Но тем не менее, сам факт. Это вот так фильтруется вот этот поток людей, которые, чтобы много не было, и чтобы они там, не дай бог, хором не сбились и не начали петь там запрещенные песни. Более того, это вообще просто, ладно, там люди пожилые, да, там бабушка, эти немножко помоложе, но тоже там они там и поют песни церковные, и поют военные, они вот пришли цветы положить. Ну, это какие-то, наверное, бабушка вообще старая провокаторша, эти тоже какие-то провокаторы заряженные. Просто девушка пришла, она даже, вот, те, кто понимают, что это за Парк Славы, это Стелла, да, Свечный огонь, она вот как бы стала за ним. То есть она смотрит вдаль, о своем о чем-то думает, и включила на телефоне День Победы. Это мой частный телефон. Виключіть, будь ласка. Будь ласка, надайте документи до технічного вопросу.
втроем налетели, ну, она, ну, как молодая женщина, девушка, то есть, ну, как, да, втроем сразу, раз, выключай. Ты что это включила? Она просто себе включила, смотрит вдаль, там, да, вот себе потихонечку. Зачем вам? Я слушаю просто радио. русскую музыку. Это не русская музыка. Это на каком основании я должна В вам обычному місці заборонено слухати російські пісні. Заборонено. Русские песни я не имею права Якщо ви слушать зараз не будете где-нибудь. законні вимоги, то вас буде застосовано за примус. Подождите, яка різниця? Є Чи різниця, є російська, чи різниця, є китайська? різниця. Вже 4-й рік є різниця, на жаль. Є Хорошо, різниця. яка різниця? Ви не розумієте? Та щоб цю пісню співав цієї Кобзон, і ми ситуації? всі Ви співали, не і розумієте як? ситуацію. А я розумію тільки Не те, розумієте. що наші діди побіділи в Ви цій за побіді. свої 45 років ви не Понімаєте? розумієте, ще не розумієте. Я ще й молюся російською мовою. То що, ви мене будете тепер сажати за те, що я молюсь Богу російською? Ну и все. Сідай, Владимир, спокійно, акуратно. Що без образу? Мне вот интересно, а если вот, вот она бы стояла в наушниках, вот в наушниках она там, проводных, беспроводных, неважно, в наушниках стоит, она стоит на краю, там хороший вид на Киев, на другой берег, да, то есть она вот это, ну, место такое, ну, все его знают, ну, те, которые бывали в Киеве, да, в любом случае они туда приезжали, там Лавра недалеко, там, в общем. И она стоит, смотрит вдаль и слушает в наушнике. Это, наверное, должен подойти полицейский, вытянуть наушник. А, не, все. Кто это? А, это этот. Як так? О, ты слушаешь як так? Можно. Молодой исполнитель украинский. Или какая-нибудь там, не знаю, Цибульская или Дорофеева, или Оля Полякова на украинском, которая поет. Можно. А тут достают. А, так ты слушаешь. Пошли. Все. Одна, никого не трогала, никаких там перформансов не устраивала. Пришла, положила цветы, стала, решила посмотреть вдаль, включила себе тихонечко. Это не сильно громко, то есть, ну, это не колонка у нее в руках, вот эта, которая там басы, вот эта, ну, переносная, которая прям на всю Ивановскую будет горцевать. Она вот себе на телефоне включила, это на таких площадях, как вот этот парк Славы, этот монумент, не слышно, понимаете? Нет. Нельзя. А молиться тоже нельзя на русском языке. Тоже придете. Ну, наверное, тоже придут когда-нибудь. Но тем не менее, несмотря ни на что, все-таки понятно, что было больше там, в прошлые года. Но это тоже немало. Вот столько цветов киевляне принесли к этому месту, где вот эти все. И там еще была история, там тоже с песнями, тоже на телефоне включил. И еще там кого-то приняли. То есть это только такие видео. Все равно вечный огонь, все равно люди идут. Их к вечеру было больше. Есть картинка, когда там, ну прям, как бы усеяно, но все равно они пришли. То есть если по начале дня было меньше, по одному ходили, то там было больше людей. Ну вот так отметила, собственно, Украина День Победы. И еще один все-таки момент, который нам указывает на некоторое выздоровление. Там рядом, недалеко тоже, есть военным летчикам памятник, и Леонид Быков изображен. И в бой идут одни старики. Тоже россыпь цветов. Вот эта картинка. Это, вот, я считаю, важная картинка. Нужная картинка. И это все на фоне войны. Вот на фоне войны. На фоне ужасных лишений, бусификации тотальной. Начинают, значит, просыпаться люди. Вон, она в Хмельницкой области сегодня вообще случай, да? То есть стоят в очереди. Ебать. Ну, призывники. И что-то они не поделились с военкомом. Ну, они же так, они же не пускают никого тоже, да? Тоже в таких стоял. Ну, и тут начался мордобой, далее, как бы, по очкам победил человек, который там пришел по повестке, или там на ВЛК, или отметиться, или за бронью. Они всех сгоняют в одну очередь, пройти ничего невозможно. То есть, вполне вероятно, что это вот, это село Белогорье Хмельницкой области. Ну, там рядом магазин, ТЦК, и вот бьют уже, получается, за вот такие порядки военкомов. Примечательно, что
сами военные в своих же вот этих пропагандистских интервью и вот если так о мотивации всерьез рассуждать, то они сами признают, что, простите, пожалуйста, но как бы мотивация отличается от того, что есть у противника в Российской Федерации, от того, что есть у нас. Интервью пропагандистские почему? Потому что, ну, они вот приходят на какие-то студии, там какие-то подкасты, что там такие, они прям довольны и светятся, что сейчас это ж я там где-то воевал, там, или где-то рядом ездил, или там еще что-то. И вот сейчас я как боевой, меня сейчас будут спрашивать мое мнение. Вот вам, пожалуйста, мнение по поводу ситуации, ну, мнение ВСУ, солдата ВСУ, офіцера ВСУ, про том, как на другой стороні обстоять дела. Що скажеш про мотивацію ворога зазвичай? Ну, ми з останнього штурму брали пленних, допитували. І кажемо, що у вас по людям? Типу, скільки у вас, ну, що? Він каже, у нас в бідних регіонах підняли виплату до багатих. Значит, они взяли какого-то пленного и спрашивают, расскажи, ну, как пленный, языка, да, раньше так я читал книги про войну, там это, языка взяли. И говорят, что у вас по людям? Говорят, у нас, значит, в бедных регионах сейчас платят как в богатых. Раніше було багаті регіони, там Москва, Пітер, виплата 4 мільйони, а в бідних регіонах 2,5. У них зараз в бідних регіонах виплата 4 мільйони. Це 4 мільйони рублей, це плюс-мінус 50 тисяч доларів. Це тільки за підписання контракту. І він каже, у нас очереди в воєнкоматах, очереди в учебках. Людей полно, с людьми проблем нет. Что-то как-то собеседник впечатлен. 50 тысяч баксов, очередей куча из разных регионов. Потому что уравняли там что-то из глубинки, что-то из каких-то больших. И он так как-то задумался. Мотивація йти воювати. Вони не дуже там в плен хочуть здаватись. Вони йдуть. Вони, якщо виб'ють позицію, то їм ще заплатять, дадуть орден, прославлять його, скажуть, вот, смотрите какой. А якщо він вмре, то вмер і вмер. Ну, там не совсем в мэр, тоже там есть истории с выплатами, как у нас разные истории, то есть платят, кто-то добивается, в зависимости от обстоятельств, да, в мэр это не подходит, но говорит, вы понимаете, в чем дело, то есть дают деньги, у них очереди, они не хотят сдаваться в плен, потому что они, если там, допустим, сдадутся в плен, там в России другое отношение к пленным, ну, не такое. Я не говорю там никаких ужасов, не буду рассказывать, которые там перепечатают российские паблики, там вот эти оппозиционные за рубежом на выезде. Нет, я о другом. Я о том, что, ну, там нет вот этих всех, там, флаги не оборачивают никого, там, вот это все движение о том, что, там, понятно, что там система через военкомат, родные, в общем, они там списки, по-другому работает, не так, как у нас. У нас вот картинка такая, вот, мегапатриотичная, а суть, я вам показывал, мать, которая ходит на каждый обмен и спрашивает у этих солдатиков, которых обменяли, а не видели моего. И ее наконец-то увидели, и она вот, ну, это очень трогательное видео, позавчера, кажется, было. То есть в плен не хотят, потому что у них деньги, потому что они, если чего-то там отобьют или что-то возьмут, там какой-то опорник, им медаль дадут, представляете? Цена медали другая, получается. То есть, конечно, они хотят. И вот это вот рассказывает ВСУшник непосредственно, да, вот, так сказать, в украинском. Ну, он рассказывает, он светится от того, что, не от того, что он рассказывает это. Он светится от того, что он такой боевой, и его позвали. Таких много, они периодически попадаются на подобных стримах. А у нас за что? Кого прославили? Тоже буквально там на днях я вам показывал. Новой почтой золотую звезду прислали. Даже не вручили никак, просто новой почтой открыл, там Сырский, золотая звезда, рассказывал боец. А лучше погиб. Тогда бы дали героя, может, посмертно. Ну, он там чего-то сделал, какой-то подвиг совершил. О подвиге ничего не рассказывают. Ну, конкретно человека. Причем это с начала войны, я так заметил. То есть, если они там легенды слагали, то про бабушку, которая огурцами сбила дрон, то про привод Киева, приведение Киева, там, летчиков каких-то там, то сбили, то не сбили, то, ну, вот эти все моменты, то никто о подвиге не скажет, да, вот что это там Опанасенко, этот Опанасенко, там, не знаю, направил свой, там, не знаю, БТР или самолет, направил в противника и вот спас там 300 человек. И вот Опанасенко, герой Украины, вот он как бы знамя героя.
На параде даже вот этого якута даже видели сегодня, который вот на живой бой, ну, помним, это тоже такая история, очень тяжелая с военной точки зрения, философская, когда они встретились в рукопашную, да, ну, вот это вот вся, ну, вы поняли, о ком я говорю, наверное, не хочу пересказывать, как бы День Победы, но все равно, то есть он на параде, в форме парадной, то есть вот он, а у нас что, то есть, ну, у украинцев. И он рассказывает вот это вот, наш украинский, с пленным пообщался. А у нас Европа. У нас Европа. Необыкновенный скандал дня сегодняшнего, который аукнется нам. И он так, как бы, потому что другие события сейчас все жужжат по поводу перемирия, по поводу, там, понятно, 9 мая. Украинские там разные блогеры и все остальные, они там переживают, так а что, так а как, да. То есть, ну, я имею в виду, там, не ударили, а обещали. Ермак мемчики публиковал, картинки. Зеленский говорит, не отвечают за безопасность. А что мы? Вот парад прошел, смотрите, как хорошо. Нам говорят, это Си Цзиньпинь ПВО. Ну, так, общаются они. Но скандал жуткий. Сегодня СБУ сообщила, что мужчину и женщину, которые ранее служили в вооруженных силах Украины, на Закарпатье поймали, разоблачили, что они спецслужбам Венгрии стучали. Представляете? В Венгрии. Там есть спецслужбы. И вот они работали на эти спецслужбы. Там на Закарпатье срисовывали расположение техники, количество, качество, боекомплект. В общем, все вот это срисовывали. И я вам хочу сказать, это, конечно, нечто. Вот прям, это прям большущий скандал. Причем самое интересное, что, там, ну вот, например, публикация, да, вот Сибига уже вызвал, значит, ну, вызвали посла Венгрии и высылает из Киева 2 венгерских дипломатов. Это типа ответный шаг Украины. По словам Сибиги, дипломаты должны покинуть территорию в течение 48 часов. Послу Венгрии уже передали соответствующую ноту. Скандал международный на самом высоком уровне. В Венгрии отвечают, что это все блеф, ерунда, черти шо. И вообще это на самом деле там есть вообще агенты украинские. То есть начинают друг друга там, шпионские страсти. Но все бы это, как бы я бы сильно не удивлялся. Напряжение там с венграми, оно такое перманентное на самом деле. Но я вам хочу сказать, это максимальный ужас только потому, что ровно утром сегодняшнего дня попадается материал о том, что, простите, пожалуйста, но Сибига будет говорить с венграми о том, чтобы те смягчили позицию по поводу принятия в Европейский Союз Украины. И у него будут встречи, у него будут, так сказать, какие-то контакты, коммуникации, которые, ну вот, смогут снять определенные проблемы. Ну вот так, День Европы. Вот такая вот Европа, вот такой вот день. Но главное, это, конечно, на вот этот скандал с поимкой 2 шпионов. Их там уже по тюрьмам водят, ну, суды там под стражу взяли и так далее. Просто неимоверно кошевой, да, отреагировал на это. Это новый политический обозреватель Евгений Кошевой, поцелованный в лысину Зеленский перед інаугурацією в 2019 году. Коротше, СБУ вперше в історії України викрили агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. І якщо перекласти цю новину угорською, то Сейчас будет смешно. за орбованим Будапештом зірвали ікаруську весну, і тепер їм повний гуляш. І чардашить їм Пожезненко. Мне смешно. Зрителям квартала тоже смешно.
У него ж много таких там номеров, типа на сербском, смешные слова перековерканные. Вот там вот заорбованный, ну, типа завербованный, да? Гуляш теперь будет. Вот так вот. Вот такие международные отношения с соседом и с членом Европейского Союза, который скажет, и там Кая Каллас сегодня во Львове там между могилами и церемонией вот этой подписания какого-то документа о том, что будет когда-нибудь подписан следующий документ, который начнет процедуру трибунала, говорит, ой, мы найдем способ, как Венгрию преодолеть ее право вето. А тут возникает вопрос, а как ты, Кая Каллас, найдешь вариант преодолеть Венгрию, вето, если у вас это, тогда надо менять правила Евросоюза. Кая, прости, ты, конечно, там с большой школой дипломатии, да, работала долго в Эстонии министром иностранных дел, но так не работает, ты должна знать, что все там должны быть равны. И встреча Сибиги, анонсированная сегодня с утра, она, конечно, ну, это типа работа на Украину, да, это как бы с украинской позиции стремления в Евросоюз, да, хорошо. Он поедет встречаться с Сиярто, они будут договариваться, с другими будет встречаться, чтобы как бы снять вот эту препону со стороны Венгрии в членстве Украины. Это работа министерства. Слава богу, хоть чем-то нормальным министры заняты. Нет, мы поймали шпионов от Венгрии. Слушайте, я вообще не удивлюсь, если завтра нам будут рассказывать, что Венгрия захочет захватить Закарпатье, Берегово, там, вот эти все регионы. Ну, а что нет? А вот этот фетиш по поводу Дня Европы сегодня как-то мало взлетал, несмотря даже на вот так украшенные скульптуры в Киеве. Ну, в Киеве это там набережная, там, я так понимаю, почтовая, где-то там рядом. Там вот эти фонтаны из земли. Ну вот, взяли, нарядили детей, скульптуры, нарядили вышиванки. Особенно этот мальчик понравился. Это как типа кораблик, но он же может считаться как и шляпа, пилотка из газеты. Ее можно тоже перевернуть, надеть на голову. Надо перевернуть, что вот флаг европейский и типа просит. То есть Европа полным ходом. Европа полным ходом у нас еще и в том, что сообщают просто пользовательницы со Львова. Просто сообщение со Львова. Юлиана Джавала. Сегодня я претерпела домогательство. Львов. Автобус 3А. Около 10 утра. Мужчина, 25-30 лет, другой национальности, смуглый, густая борода, начал активно тереться об меня в транспорте. Сначала я не могла поверить, что это вообще происходит. Потом оцепенела. Чувство страха было очень сильным. Его улыбка, когда мы встретились глазами, была противной. Я смогла только выйти из автобуса, но долго не могла прийти в себя. Час просто пыталась заземлиться, прийти в себя. Под этим постом уже написали и там разные комментаторы, и что Украина, что Европа. А сейчас таких еще там будет больше. Бангладешцев возьмем, там других товарищей. А если правда то, что написал Вашингтон-Пост, о том, что американцы, так сказать, прям документы имеются, чтобы депортировать кого не надо из Америки в Украину, то вообще будет весело. Всем будет весело. Потому что Европа, надо привыкать к мигрантам. Ну, они там периодически врезаются в толпы на автомобилях, чего-то там с ножиками бегают, еще там что-то. Ну, привыкаешь, что потерлись о тебя в автобусе 3А во Львовском. Война. Ничего не поделаешь, нужны рабочие руки. Вот такая политика социальная. Экстренное сообщение, пока мы в прямом эфире, 22:26. Значит, 22:26. Посольство США в Киеве предупреждает о возможной масштабной воздушной атаке в ближайшие дни. Посольство США получило информацию о потенциальной значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней, и рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно найти укрытие в случае объявления воздушной тревоги. Ну, так сказать, вот вам и перемирие. Вот
собственно, вот так это все и выглядит. Песков также, это тоже свежее заявление. Ну, может, он тоже отмечает День Победы, немножко так это, и решил поиграть в заявление. Говорит, Россия, вообще-то, сразу поддержала 30-дневное перемирие, но с необходимостью учесть нюансы. Ну, то есть, там же сейчас Мерц, да, мерцал, когда по поводу Надежды высказывал, что в ближайшие дни организуют это длительное перемирие. Он говорит, сейчас мяч на стороне Москвы, и ключ вообще от того, будет ли мир или нет, он на стороне Москвы. И поэтому, да, вот, то есть Москва там сейчас решается. Ну, Песков нормально этот мяч футбольнул назад, говорит, мы вообще за 30-дневное перемирие. Нюансы где? Ну, о нюансах, вы помните, говорил Путин в свое время. Говорил много, говорил четко. Ну и о социальном вопросе, о вопросе, там, где работать, как вообще жизнь устроена, имеется в виду. Да? Там, мне очень нравится Центр противодействия дезинформации, который периодически вбрасывает такую историю о том, что много безработных на оккупированных территориях, то есть там не верьте, работы нет и так далее, то есть это все, там есть даже какое-то решение, что разрушенные города, вот эти, которые в Донецкой области, никто отстраивать не будет. 9 мая. Историческое событие. На самом деле историческое событие, если отбросить все там флаги, все какие-то моменты, именно для жителей города Донецка. Открыт ЖД вокзал, движение поездов запустили. У нас 11 лет, ну почти 12 у нас с нашего вокзала ничего не уходило. Это первая электричка. Впервые пустили сообщение. Сначала, конечно, пригородная, но мы надеемся, что и в скором будущем пойдут и дальнего сообщения поезда. Сегодня прибывает поезд Дебальцево-Донецк, продленный с 9 мая 2025 года со станции Ясиноватая до станции Донецк. В 2014 году наши сотрудники, несмотря на обстрелы и ствольной артиллерии, продолжали отправлять поезда, эвакуировали пассажиров, провожали в бомбоубежище. После того, как вследствие высокой опасности обстрелов инфраструктуры и подвижного состава было принято решение временно приостановить движение по вокзалу Донецк. Сотрудники вокзала в штатном режиме выполняли все поставленные задачи. Ну вот, понимаете, это такое исключительно такое новостейное видео, исключительно новостейное. Но, понимаете, там есть еще другие, в соцсетях люди тоже радуются, что это пока пригородные, ну такие там Дебальцево, там Устиновка, ну, то есть вот так. Пока так. Да? Но это означает, что жизнь есть. И там дончане очень этому радуются. Потому что там приурочили к 9 мая и запустили хотя бы такие поезда, и все очень надеются, что поезда будут ходить и дальше. За дончан, именно жителей, которые обычные жители, за них можно порадоваться, потому что добраться в Донецк — это, конечно, такая квест, рассказывают многие. Но меня одно гложет, а почему в Луганск никак не добраться? Там тоже вроде все нормально, он дальше от фронта и все хорошо. То есть вот тут возникают вопросы. Но это вопросы, знаете, как-то от жиру называются. Если так разобраться, уважаемые зрители, то это тоже показатель, как вообще идет война. Ну вот, как это, если представить, что это перетягивание канатов. Донецкая область. Здесь открыли вокзал. Ну, понятно, праздник, пафос, какие-нибудь там ЦПД напишут о том, что это они открыли, один поезд спустили, а дальше ничего ходить не будет, потому что, ну, война, флажки повесили и все. Допишут. Но вот перетягивание канатов. Сегодня пришла вот такая же новость, только со знаком минус. На самом деле ужасная новость. Константиновка. Единственное отделение, которое работало новой почты, ну, сервис доставки, альтернативные там государственной почте, очень быстро, все удобно, он перестал работать. Все. Все. Новая почта ушла из Константиновки. Маркер того, что туда придет война.
Вот такой маркер. Ну, давайте завершим все-таки на хорошем, потому что все-таки День Победы. И я понимаю, там, возможно, будут такие негодования в мой адрес, мол, шелест, вот это вот что ты, там, рассказываешь про какой-то трэш, про что-то еще. Ну вот, пожалуйста. Салют в небе над Москвой в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мощно, масштабно. Люди фотографируют, снимают на видео. И я здесь не прославляю там, да, то есть как там украинец, россиян. Я пытаюсь, ну, даже вот если противостоит, ну, вы противостоите кому-то, то нужно быть лучше в чем-то. Лучше. По отношению к людям лучше. Давать людям возможности там, праздников, каких-то событий, вот чего-то такого глобального, объединяющего страну, а не разъединяющего страну. И вот кто скажет, что да, вот, День Победы там, россиян не объединяет. А у нас, получается, этот День Победы отдали просто, расписались вот так, сказали, наконец-то мы с этого вырвались. Хотя, по сути, Быков, Леонид Быков стоит с цветами. Люди все равно несут цветы. Объедините этих всех людей. Дайте им как бы силы. И только в публикациях Владимира Зеленского, там, вчерашний, по-моему, да, когда он стоял с цветами у этой же сегодняшний парк славы, да, вот в Киеве, который там я большинство времени показывал, даже там он пишет, мы не отдали россиянам. Так отдали. Так отдали. Превратив это вот в это. Когда увидишь там какой-то человек, только рот открыл, там спеть что-то или там музыку у себя на телефоне, отойдя в сторонку поставил. Его сразу в полицию, объяснение, все, штраф, там что-то еще. Нормально. Быстро. Причем мне очень интересно, а кто это все снимает? Я, в принципе, догадываюсь, кто это все снимает. Это снимают там какие-то журналисты, стримеры. Есть много таких пабликов, которые там платят 3 копейки за то, что если они там первые получат, ну, да, какой-то видос оригинальный, они там какую-то копеечку скинут. Ну, вот так. Вот такой День Победы, друзья. Давайте подведем итог нашего сегодняшнего опроса. Значит, всем большущее спасибо за то, что нас 23 тысячи, 1,5 часа мы в эфире, и вот этот праздничный день вы проводите в компании с шумом. Я думаю, что есть о чем пошуметь в комментариях, и это не просто будет шум, а вы можете высказаться, да, по этому поводу. Я очень вам благодарен за то, что вы поддерживаете, за то, что пишете, за то, что участвуете в разговорах, в этих обсуждениях. Итак, итоги опроса. Значит, День Победы для вас это больше. 2%. Обычный выходной или обычный рабочий день. Ну, просто день как день. Ну, День Победы, день, вот и все. 3%. Пропагандистский инструмент властей. Причем здесь касается обеих сторон. Ну, или там и тех, кто за, и тех, кто против. И там мы видели в Европе вот эти перформансы, тоже показывали сегодня. Ну, вот это все. 3%. Ну и тут какая-то такая дилемма, но вот победитель есть. 46%. День памяти погибших. То есть это все в память о погибших. Нельзя забывать, что это какой ценой доставалась победа. И это действительно мнение, которое нужно уважать. И я считаю, что это правильное тоже мнение. Но и правильное, которое победило. 50%. Отрыв небольшой. Праздник радости и жизни. Эти люди тоже правы. И поэтому и в песне поется праздник со слезами на глазах. А слезы эти и от радости, жизни, счастья и будущего, которое подарили нам наши деды и прадеды. И от того, что, конечно, многие, очень многие не вернулись тогда с войны. Спасибо вам большое за то, что поддержали этот опрос и за то, что проголосовали.
Ну, тут уже в чате пишут, расскажите про бабушку, которую за 10 лет задержали в 6-й раз на 9 мая в пилотке. Вы, наверное, позже присоединились, просто Костя только что рассказывал. Значит, друзья, напишите, пожалуйста, свои вопросы, да, я обычно там забываю на стримах, но я даю предложку, это почта, электронные адресы, есть в телеграм-канале, и именно вот в предложке есть ряд вопросов, которые там люди оставляли мне вот перед эфиром, да, и перед там, прошлым эфиром, поэтому я думаю, что нужно озвучить, да, и потом перейдем уже непосредственно к общению в чате. Здравствуйте. Там, Бэтмен, да, так себя назвал. Вопрос, почему на российском ютубе есть множество интересных, полезных каналов, например, таких как «Простая экономика», «Минаев» и так далее, а в Украине таких каналов, которые могли бы так хорошо излагать историю, экономические процессы в мире, нет. Спасибо. Уважаемый Бэтмен, мы потеряли аналитику. То есть, смотрите, что такое эксперт или аналитик? Это человек, который прошел путь. Человек, у которого были учителя, у этих учителей тоже были учителя. Это действительно школа называется, научная или какая-то прикладная, неважно какая, то есть это конкретная школа, которая там выкристаллизовывает, ну, какую-то, не истину, ну, вот какую-то, что-то, политологию, например, там, какое-то течение или что-то еще. Это вот все прям зависит от школы и объема. В 90-х, понятно, это все забили на все, и вот это все растыкали, растаскали. Моя мысль заключается в чем? Потому что это все разбито и уничтожено в Украине за ненадобностью. Единицы есть, которые там как-то теплится, еще какая-то жизнь, но когда их мало, они становятся как бы варятся в своем соку. Выход на YouTube или вообще в телевидении, рубрики на телевидении, еще что-то, интересных, таких ярких людей, он происходит из-за еще одного отсева. То есть сначала отсеиваются вот эти люди, да, которые там по тем или иным направлениям, ну вот, как бы передовики на передовой. А потом отсеиваются от тех, которые там используют инструменты. Там YouTube это инструмент. Кто-то делает подкасты какие-то, да, то есть есть платформа с подкастами, кто-то делает там на других сайтах, кто-то пишет, кто-то выступает там, и как бы эти люди не хотят публичности, но часть из них захотела публичности и сумела наладить этот инструмент. Это все от количества людей. Я уверен, что эти люди есть и в Украине, но их количество меньше. Вот такой мой ответ. Значит, Балаганов спрашивает, доброго в душу тезка, да, Александр, да, скажите, как теперь жить и так сказать с пониманием, что после сегодняшнего принятия, это вчерашний вопрос, угоды про недра, нет Украины, за что воюет мой брат, кого защищать, ловят меня, под чьей властью моя дочь будет жить, украинцы тут вообще будут жить? Спасибо, извините за сумбур, эмоции распирают. Да будут жить украинцы, будут, но они будут уживаться в другой реальности. Вместе с мигрантами, вместе с... Потому что они, опять-таки, ну, производство, да, ну вот это вот тоже нам рассказывает Зеленский после подписания сделки, сейчас производство попрут. Да, конечно, не производство. Наши не дешевая рабочая сила. Ну вот, сейчас, что в России, что в Украине, это не дешевая рабочая сила. Я хочу, чтобы это все поняли. Потому что военный на войне, бывший специалист, сейчас военный, да, условно, война закончилась, он вернулся, он получает приличные деньги. Наши, которые специалисты, все равно там где-то в серую, где-то в темную, подработками, чисто, нечисто, ну, на этом все стоит, тоже получают в целом нормальные деньги. Идти на зарплату меньше они не пойдут, они лучше пойдут там куда-то, правда, в Европу. И прийти сюда с европейскими или какими-то там западными зарплатами, они не будут, это невыгодно. Они, конечно, привезут кого-нибудь еще за дешевле. Все считается, все математика, чтобы возвести. Вы представляете, какое капиталовложение построить завод? Ну, конечно, он привезет подешевле рабочую силу, тем более, что сейчас такие линейки, которые, ну, там не требуется там сильно много ума, да. Или абсолютно прикладная вещь, принеси, подай и не мешай. Или там 3 кнопки тыкнуть на каком-то конвейере. Ну вот так. Поэтому не будет рая здесь, в плане там этого бума.
Кому будет принадлежать? Хороший вопрос. Американцам? Британцам? Оксана, уважаемый Александр, по вашему мнению, почему президент Трамп просто не остановит поставки оружия в Украину и спутниковых разведданных? Ведь это был бы самый быстрый вариант остановить войну. А вообще, как это все надоело. Искреннее уважение семье, вам спасибо большое, счастья, процветания и с Днем Победы. С Днем Победы вас тоже, Оксана. Не может отключить он эти... Ну, потому что американцы завязаны на этом всем. Ну, вот не получится взять и отключить. Прокси война идет, понимаете? Прокси война. Его съедят, если он это сделает. Причем непосредственным образом. Так, значит, Эрнесто. Давайте переходим в чат. Эрнесто, Шелест самый крутой казак. Казах. Казак или казах? Хорошая мысль. Орден Иуды был отлит из чугуна. Да, для Мазепы надо второй отлить для Зеленского. Орден Мазепы, это, кстати, да, чугунный орден. Есть такая история. Всех нормальных людей с Днем Победы. Германия, Елене поздравляет. Спасибо вам большое. Шелеста бурятское имя Ябутанху. Серьезно? Ну, это вы шутите, наверное. Просто Костя. Мы в ДНР всем городом отмечали Великий День Победы буквально за 50 километров Украина, где такие же люди. Им запрещено отмечать праздник. Так власть Зеленского хочет объединить народ? Ну вот так хочет объединить народ. Вокруг других символов, вокруг других идеологических подспорий. Хотя, по сути, давайте так, они ничем не отличаются. Мы видели, сколько цветов сегодня было в Киеве. Так и в других городах было. Просто об этом нельзя в соцсетях, там, настучат, придут, скажут, это шутка, да? Алло, СБУ, мой сосед смотрит парад. Так, что построили масштабного за десятки лет? Стадион Донбасс-арену построили за десятки лет. Масштабно. Масштабно. Стадионы строили масштабно. Шелест белый-то пухнастый. Не белый, не пухнастый. Значит, привет из Майами. О, привет в Майами. Ол Эстрада, спасибо большое. Вам тоже привет. Саша, с праздником. Как вы думаете, будет ли взрыв людей, несмотря на то, что почти всех мужчин забрали на убой? Может случиться новая гражданская? Спасибо. Ну, только с какими-то... есть механизмы, там это описано в истории, например, там какие-то части будут бросать в мясорубку, они не пойдут, подымут бунт. Там бунт, вот это все назовут гражданской войной. В тылу не будет ничего, потому что в тылу, там хоть и рассказывают, много оружия. Не, тыл подавлен, безмолвен, и никто, вот видите, даже вот от полицейских не могут отбиться. Вообще, конечно, так вот, слушайте, вот так вот, если вообще отбросить все вот эти идеологические штуки, понятно, время войны, там все дела. То есть украинцы после 14-го, 4-го, 14-го, Майданов имеется в виду, такие все, как это, менты нам будут, так сейчас нет, мы там отбиваются, такие все там, и милиция их так сторонится, они все гуртуются, все. А тут вот это все вот хватают по одному вот так, раз, раздергали и все. То есть, и никто не заступился, все только бегают с телефоном, снимают вот это, чтобы запилить видюху и получить 300 гривен от какого-то киевского паблика. Смотри, только что произошло, а он быстренько опубликовал, набежали люди. А там потом рекламку продаст киевский паблик в Телеграме. Вот так это работает. Вы же видели столько телефонов. Да выйди там, толкни, отодвинь, забери эту бабку, чтобы она на земле не валялась. День Победы под шпилем Героя Славы возле Вечного Огня. Бабку завалили. Вы чего? Так вот, если банально просто. Александр, вы бы хотели, чтобы Одесса вернулась в Россию? Я не могу этого хотеть или не хотеть. Я бы хотел, чтобы она вернулась в Украину. Нормальную Украину, где... вот помните вот этих ребят, вы, наверное, знаете их, из квартета И, одесситов, которые о чем говорят мужчины снимают, о чем говорят там женщины. Вы поняли, то есть, да, это день радио, там, день выборов. То есть, они же одесситы.
Ну, то есть, ну, они, получается, ну, они не могут. Ну, там, они, понятное дело, они росли, они там вышли на московский уровень. Да вся Украина рвалась на этот московский уровень. Он на Потапа, посмотрите. Мыкается, хотел в Молдове песенку там со свистом записать на Евровидение. Там отбрили, не получилось. Мыкается, там что-то ездит. По таким кабакам поет. По площадям поет. Вот это вот как бродячий, понимаете? А был же на там премия Муз-ТВ, ведущий там вот этих всех. Совершенно другой статус. А сейчас вот хорохорится, типа Потап, Славик Балаган. То есть, ну это если брать звезд, да, конкретно. И также по другим специальностям, профессиям, то есть там понятно, где-то больше, где-то лучше. Потом немножко выравниваться начало, там в Украине стало там что-то выгоднее, да, там получать по разным сферам. В Европе там, да, а потом перекрыли дорогу, война, все, и вот в нормальную Украину, где можно было приехать, перемелится все, я думаю, но должны пройти годы. Значит, орков в Одессе никто не ждет. Андрей ёпта. Ну, орков не ждет. Нормальных людей, мне кажется, ждут везде. Ну, мое такое мнение, убеждение. Нормальных людей. Вот хочется у этого Андрея спросить, а хороших русских вы ждете в Украине? Как вы относитесь к хорошим русским? Хорошим имеется в виду те, которые оттуда сбежали по идеологическим, и вот сейчас вот как ни глянешь, что там все, парад сорван, Кремль в огне, ракеты прилетели, Подмосковье там стерто с лица земли, Бацманы, Гордоны, вот такие с такими хорошими русскими. Да и я тоже с такими записываю интервью. Но я там пытаюсь как-то хоть понять что-то, там, ну, иногда получается, иногда не очень. Но тем не менее. Ну, я имею в виду вот это вот. Вот вы как относитесь? Вы им рады? А вы им рады почему? Потому что они срут на Путина? А если, допустим, вот условно, там закончилось все, вы им тоже будете рады? Ну, то есть такой момент. Нормальным людям, адекватным и понимающим все рады. Это, ну, людям рады. Боль делится на двоих. То есть, да, потому что там тоже матери, там тоже похоронки. В Украине тоже, там тоже тела привозят, хоронят. В Украине тоже тела привозят, хоронят. Это, понимаете, в чем дело? Это тоже общая... Война — это горе. И война, она как разъединяет, так и объединяет. Об этом никто не думает, никто не философствует. Ну, понимаете? Никто. Все вот так уникально думают, а почему, вот смотрите, мы там боролись, там, ну, там большевики, да, понятно, там все большевики плохие, там, я имею в виду после гражданской войны, там вот, захватили УНР, там выдавили этих всех Петлюру, там каких-то немцев, в общем, те, которые помогали. Вопрос в другом, а почему все нормально жили при СССР? Это потому, что гнет сапог коммуняк, придавил, нажал на горло и так далее. Ну, там, понятно, было много бед, голод, там, потом война, потом опять там голод, репрессии, вот это все. Да, бесспорно. Но люди почему между собой нормально жили? Просто с Донбасса, то есть там 130 национальностей, 130. Ну, это там до войны. Все, куча их, греки, сербы, там славяно-сербск есть такой населенный пункт, да, там сербы, греки, то есть там куча их разных, да, представители кавказских национальностей. И все равно все вот варились в этом котле и общались друг с другом. Почему вот тогда на том рубеже, когда нас поработили, как утверждает официальная украинская история, люди нормально между собой, потому что их объединили вот эти лишения, тяготы, горести, утрат, потерь, жизненных трагедий ввиду больших политических изломов. И они, это такая очень такая важная мысль, это на будущее, чтобы все понимали позицию, потому что все говорят, все, не забудем, не простим. Много таких есть и по одну сторону, и по другую. Значит, люди жили нормально, так как не было нациківських агентів типа Гавнула. Посмотрите, агенты разные есть, и одни, и вторые. И подстрекатели, и агенты, разные агенты. Но агенты тоже откуда-то берутся. У них есть какая-то подпитка и поддержка от властей. То есть, понимаете, агенты. Значит, ломать не строить, это правда. Любовь Мирошниченко, я с вами согласен. Ломать не строить. Стариков Олег Николаевич. Александр, поздравляю вас с праздником.
Как вы считаете, в Украине остались интеллигенция как класс? Или это в прошлом давно декоммунизировано? Спасибо, Нижний Новгород. Олег Николаевич, я считаю, что интеллигенция еще есть, но она вымирает. Она вымирает. Потому что то, что сейчас продуцирует система образования, воспитания и той школы, о которой я говорил, ну, в экспертном научной среде, это как вот, помните, в школе были эксперименты на мушках-дрозофилах. В конце все умерли. И поэтому с новым дыханием, новым витком интеллигенция будет полностью обновлена. К сожалению. К сожалению. Но с другой стороны, это может быть и к лучшему, потому что откроются все шлюзы, то есть можно будет пользоваться любой информацией, работами, имеется в виду, прошлых лет. Слава богу, есть интернет, в этом плане, слава богу, что там архивы, данные, там, да, хоть там какие-то книги и попалили, и сдали на макулатуру, потому что они по-русски, но тем не менее можно хоть будет кого-то почитать, и это не будет зазорным считаться и на кого-то сослаться. И тогда родится там условно новая мысль, которая родит за собой новую интеллигенцию. Философов, ну и всех остальных, то есть литераторов, литературоведов, каких-то людей, которые смогут учить учителей. Это что же большая проблема, о которой никто не задумывается. Учителей надо учить, причем желательно постоянно, на протяжении работы. Надеюсь, еще мало таких РСШ адекватных. Респект, слушаю с удовольствием. Спасибо большое. Привет в Баку. Привет, с Днем Победы, Баку. 338. Кто это? Не понимаю, о чем вы. Шелест — это интеллигенция. Не называю себя интеллигенцией, хотя как к классу журналисты тоже относятся к интеллигенции. Но время, как бы, это, скорее всего, все равно журналисты сейчас больше ремесленники. Как, ну, так складывается, да. А возможно, с развитием искусственного интеллекта и вообще будет вымирающая профессия. Ну, точнее, определенные жанры точно вымрут. Вот так, раз и все. Будет такая какая-то обслуга. Значит, спасибо большое, Алина Востроилова, за хорошее пожелание. С учителями проблема, действительно, Кридаид. Значит, почему не пользуетесь беспроводными наушниками? Удобнее же будет. Надо заряжать, сейчас сядет, что-то еще, что-то потеряю. Ну, в общем, знаете, это, как это? Это даже вот... Мне лучше все равно качественная, но кнопка. Ну, вот, кнопка. Чем сенсор. Это не касается телефона, это вот имеется в виду там техники какой-то. Вот кнопка нажал, взял у рук и маешь вещь, понимаешь? Нажал, и ты как-то вот, ты уверен в этом. Ну, может, такая старорежимная история, потому что как бы сенсоры и связь, вот это может барахлить. Значит, в войне участвовали англичане и американцы, но русские не участвовали в войне, не было такой страны Россия. Так и украинцы тогда не участвовали в войне, не было такой страны Украины. Баш на баш, все правильно. Это Мойша Израилевич, спонсор канала, кстати. Батька красавчик. Вообще у него на самом деле, Александр Гайдар спрашивает, у него большая трагедия у батьки. У него большая трагедия, и я ей делился, кстати, в шуме на днях, о том, ну, про новое поколение. Не на кого оставить, то есть вот это все, что он там сотворил, имеется в виду структурно, как государство, не на кого, потому что любой, ну вот есть большие риски, многое держится на нем лично, ну вот из этой системы, а вот полноценного там какого-то не будет. Ну, там будет точно какая-то история или дрейф от России, или дрейф к России. А батька, он все равно между. Хоть и, конечно, он близок к России, но все равно там сторонится, держит дистанцию, ну, умеет. Это вот как в начальных классах там танцуешь с девочкой на дискотеках школьных там, да, все равно держит дистанцию. Батька молодец, нормально так, нормально. То есть он сохраняет моменты, хотя, конечно, пользуются уважением, там, Союзная Республика, все дела, но есть же вариант, что прыгнут вообще просто, там, чуть ли не областью, да, и вообще там, да, вот в Россию чуть ли не вступят.
Это не очень хорошо для Беларуси и для того механизма функционирования государства белорусского, который выстроил Лукашенко. Потому что придет Россия, будет все ломать, и белорусы станут жить хуже. Определенно. Сразу. Я вам приводил уже, кто смотрит «Шум» постоянно, это ситуацию с ЛНР, ДНР. Когда были вот эти даже непризнанные республики, даже непризнанные, многим было лучше. Ну, потому что, ну, как бы Приднестровье, посмотрите. Им нормально. Куча паспортов, всего, ну, супер. То есть, там, да, они там уже привыкли, у них там сработанные схемы, все, шестеренки притерты, все хорошо. Пришла Россия, а там свои порядки, свои правила. Федеральное законодательство, местное законодательство, подогнано под федеральное, проверки, центральное, нецентральное, там округи, вот эти все службы, по-новому метет новая метла, и им стало хуже. Ну, вот я имею в виду, как бы в организации. Поэтому тут у него такая личная трагедия. Если бы оставить на такого же, ну, Лукашенко ж понимает, что он не монарх. Там Коленьке не передаст республику, как у нас там любят украинские комментаторы говорить. Причем здесь Саня Шелест, тогда стеклоподъемники в твоей машине не электрические? Не, ну не до такой же степени, Эрнест. Не. Электрические, но кнопка. Кнопка. Вот это вот. Хорошо подловили, да. Значит, друзья, значит, всем большое спасибо. 23 часа уже близится. Я очень благодарен всем за то, что этот шум мы провели в этой замечательной компании. Очень благодарен всем за поддержку. Очень благодарен всем за то, что вы есть. За то, что вы вот такие, как должны быть. Ну, я, например, вот всегда считаю, что кто бы что ни говорил, кто бы там, как бы там, вот, там, понятно, что люди там ругаются между собой в комментариях, там, да, вот это ссорятся, там, меня там упрекают в Телеграме, что я там не заведу админов. Я не завожу админов в Телеграме, потому что я тоже как Лукашенко, понимаете? Сейчас вот внедри какие-то другие правила, или там людей, которые понимают те же самые правила, но по-другому. И мое как бы отстраненность и изредка там чисто такое формальное, ну такое, ну, массовое уничтожение людей, это, ну, имеется в виду не людей, а пользователей в чате, понимаете? То есть тогда пропадет вот это вот все. Ну вот я боюсь, что больше пропадет, чем больше приобретется. Хотя, может быть, я не прав, и к этому все равно придет, и нужно будет время. Я к чему? Я к тому, что аудитория потрясающая. И вы заслуживаете не только на сопли с сахаром, или какие-то, не знаю, там, рыдания, стенания, или какие-то умозаключения там идиотские, а вы заслуживаете сами нормально так пошуметь, как мы в сегодняшний большой день большого юбилея Великой Победы. Всех с праздником! Увидимся обязательно.